Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в увлекательную историю харьковского футбола. Города, где спорт всегда был больше, чем просто игра. От первых матчей на пыльных площадках начала 20 века до громких побед харьковских клубов на международной арене. У этого города своя особая футбольная душа. Поддержите видео лайком и канал подпиской, ведь впереди редкие кадры, забытые имена и легенды, которые вдохновляли целые поколения. Харьков – город с богатейшей, с более чем столетней историей футбола. Болельщики харьковских футбольных клубов, харьковчане в большинстве своем, плохо знают историю харьковского футбола. Не помнят и ничего не знают о тех, кто играл на этом стадионе, например, в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века. А так не должно быть. Выдающийся научный деятель сказал, что народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Поэтому попробую сегодня восполнить этот пробел. Харьков никогда не считался столицей футбола. Ни украинского, ни тем более мирового. Но свои 5 копеек в общее дело внес. Появлением футбола город обязан работе фабрик и заводов. Первое футбольное поле в 1908 году сделали для себя рабочие завода Гёльферих-Саде, создававшего технику для сельского хозяйства. Среди рабочих предприятия было много англичан и бельгийцев, которые привыкли к этой игре у себя на родине и привезли ее в Харьков. В том же году открылась первая спортивная школа для подростков, которая называлась «Первая Харьковская футбольная команда». А в следующем 1909 году вторая футбольная команда. В 1909 году на стадионе завода между ними состоялся первый публичный показательный матч в городе. Эти события привели к стремительному росту популярности футбола в Харькове. С 1910 года матчи в городе начали проводиться регулярно. В том же году открылся спортинг-клуб, который имел два собственных спортивных комплекса на Новой Баварии и в Земском парке, который ныне называется Центральный. Спорткомплексы на протяжении времени перестраивались, но не меняли местоположения. Также в этом году возникло несколько футбольных команд на производствах Харьковской области, а в самом Харькове их было уже больше десятка. Так, в 1910 году образовалась команда на фарфоро-фаянсовой фабрике Кузнецова в Будах. Появился футбольный коллектив на стекольном заводе в Мерефе. А в Харькове одна за другой возникали футбольные команды: Горец, Диана, Спартанец, Орел, Маяк, Хризантема, Проводник, Цап-Царап, Банзай, Моряк, Надежда, Виктория, Модерн. В этих командах играли как коренные харьковчане, так и подданные британской короны и других стран. В 1910-х годах активно формировалась и судейская деятельность, поэтому нередко футболисты становились профессиональными судьями. 14 мая 1911 года в городе впервые прошел матч с большим числом зрителей между командами клубов Гёльферих-Саде и Феникс, который продолжался 70 минут и был выигран командой Феникс. Через несколько дней харьковчане стали свидетелями и первой международной встречи. 19 мая состоялся матч между русской и английской сборными командами. Согласно правилам международной лиги он продолжался 90 минут и был выигран русской сборной с результатом 2:0. Впервые в истории харьковского футбола его провел один арбитр – игрок Феникса Третьяков. В том же году дебютировал футбольный чемпионат города среди лиговых команд. В группе А победила первая команда «Феникс», в группе Б впереди был «Орел». Осенью 1911 года представители всех команд образовали особую комиссию для подготовки выборов городской футбольной лиги. В 1912 году была создана объединенная команда харьковских футболистов, впервые принявшая участие в первом чемпионате Российской империи. Правда, юридически в соревнованиях участвовало всего 5 команд, а фактически еще меньше – 3. Сборные Киева и Одессы на поединке не явились, и им было засчитано техническое поражение. В полуфинале харьковчане разгромно проиграли москвичам 1:6 и автоматически завоевали третье место.
Автор единственного гола харьковчан остался неизвестным футболистом. Команду харьковских футболистов собирали на базе ЦАП-ЦАРАП, которая впоследствии сменила название на «Штурм». В том же году была создана Харьковская пригородная футбольная лига, в состав которой вошли некоторые харьковские клубы. Во втором чемпионате количество команд увеличилось до 12, поэтому выход харьковчан в полуфинал можно считать более почетным, нежели годом ранее. Сначала харьковчане разгромили сборную Юзовки 4-0. 3 мяча забил один из братьев Венингов. Правда, по иной версии, харьковчане победили всего 2-1, но это не имело турнирного значения. Полуфинальный поединок Харькова и Одессы можно считать первым в истории украинского футбола громким скандалом. На матч не явился арбитр из Москвы, и команды договорились провести товарищеский поединок, в котором победила Одесса 2-0. Но организаторы чемпионата заявили, что матч следует признать официальным, и в финал должна пройти Одесса. Но харьковчане не привыкли отступать. Поданная жалоба была удовлетворена, и организаторы турнира объявили весь чемпионат официально несостоявшимся. Неофициально одесситы в финальном матче переиграли Санкт-Петербург. По истечении времени, когда околофутбольные страсти улеглись, их вполне можно считать чемпионами. Футбол без футбольных легенд немыслим. Легендой первых лет футбола в Харькове стала команда с грозным названием ЦАП-ЦАРАП, позднее носившая название «Штурм». Команда слыла непобедимой, сумела пережить гражданскую войну и по факту считалась сборной Харькова, которая несколько раз побеждала в чемпионатах Украинской Республики. Не менее любопытными были команды «Янус» и велосипедный спортивный кружок. «Янус» умудрился стать первым чемпионом советского Харькова в 1919 году. Это при том, что кругом бушевала гражданская война, а город переходил из рук в руки, от красных к белым и обратно. В велосипедном спортивном кружке выступали братья Межлауки, Валерий и Иван. Оба видные большевики. Валерий стал вследствие заместителем председателя Совнаркома СССР, аналог современного кабинета министров, а Иван – секретарем Совета труда и обороны СССР. Оба попали под репрессии и были расстреляны в 1938 году, правда, не из-за футбола. Отрицательно на развитие футбола повлияла Первая мировая война, а впоследствии и распад Российской империи. Среди футболистов харьковских команд было много иностранцев, после начала войны вернувшихся к себе на родину. В 1920-х годах в Харькове начала возрождаться промышленность, что повлияло на развитие футбольных команд, поскольку большинство масштабных производств города имели собственные клубы. Также команды были организованы в коммунальных предприятиях. Для участия в общих чемпионатах город отправлял сборную Харькова, в состав которой входили игроки разных команд. Футбол в Харькове в 1920-х годах был настолько популярным видом спорта, что в 1923 году в городе было 80 команд. Отдельная гордость харьковчан – неоднократные победы в чемпионатах Украинской Республики в 1920-х годах. В 1924 году состоялся первый чемпионат по футболу СССР. Для участия в нем сборная УССР должна была быть сформирована из лучших игроков, принимавших участие в чемпионате УССР. Однако времени на подготовку сборной было мало, и в товарищеском матче стало понятно, что команда не готова к чемпионату. Поэтому была отправлена команда, которая состояла полностью из харьковских футболистов. Сборная одержала победу в чемпионате СССР. Из-за популярности футбола городские власти отдали распоряжение о создании кружков и футбольных полей в каждом вузе Харькова. В 1926 году впервые был проведен чемпионат между футбольными командами Харьковской области, где участвовало 20 команд, а в 1930 году в чемпионате Харькова играли 120 клубов города. В 1925, 1926 и в 1929-1930 годах торжествовали политические противники футбола и чемпионаты не проводили. В 1925 и 1926 годах
произошли два события, важные для развития футбола в городе. В 1925 году была основана команда ХПЗ – Харьковский паровозостроительный завод. Первым футболистам ХПЗ приходилось играть на пустырях и примитивных площадках. Также началось строительство стадиона «Трактор», которое завершилось на следующий год. Его созданием занимались рабочие завода. Были построены футбольное поле, беговые дорожки и трибуна. Стадион стал самым большим на тот момент в Харькове. Со временем названия команды и стадиона будут несколько раз меняться, а окончательное название «Металлист» они получат в 1960-х годах. В 1931 году на месте бывшего поля спортинг-клуба построили спортивный комплекс для разных видов спорта. Среди сооружений был и стадион «Динамо», который мог принимать 20 тысяч болельщиков. Он до конца 1940-х годов был самым большим стадионом города. В период с 1930-1950-х годов в Харькове строились стадионы разных наиболее успешных команд. В 1930-1940-х годах от 10 до 20 клубов из Харькова проходили в чемпионат УССР. Лучшие результаты игры демонстрировали команды «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ХПЗ, которая в 1946 году переименовалась в «Дзержинец». Стадион «Трактор» был разрушен в результате боевых действий во время Второй мировой войны, поэтому его полностью перестроили в 1949 году, после чего он получил название «Дзержинец», а команда «Дзержинец» сменила название на «Авангард». Советских спортсменов долгое время не приглашали на Олимпийские игры, поэтому было принято решение провести свои Олимпийские игры – Всесоюзную спартакиаду. На соревнованиях 1928 года были приглашены рабочие спортивные союзы из 17 стран. Среди них были представители экзотической для Советского Союза сборной Уругвая. Южноамериканцы прилетели в СССР за несколько дней до начала турнира, чтобы адаптироваться к местным природным условиям. Уругвайцы гастролировали по стране и проводили товарищеские игры. 8-9 августа состоялись две игры между заокеанскими и украинскими футболистами. Костяк нашей сборной состоял из представителей харьковских команд. Первый матч завершился победой украинцев со счетом 2-1. А вот на следующий день уругвайцы взяли более чем убедительный реванш со счетом 0-6. Интересно, что через 83 года, в 2011 году, товарищеский матч между этими сборными пройдет также в Харькове. Долгое время в СССР не существовало единого футбольного турнира. Первый официальный чемпионат Союза состоялся лишь в 1936 году. Команды были разделены на группы, которые соответствовали нынешним дивизионам. Несмотря на то, что Харьков в нижних группах был представлен сразу тремя командами, выхода в высшую лигу советского футбола пришлось ждать целых 13 лет. Только на чемпионате 1949 года в группе А дебютировала харьковская команда «Локомотив». Свой первый матч харьковчане в родных стенах провели 17 апреля 1949 года против московского «Спартака». Игра завершилась безголевой ничьей. По результатам турнира «Локомотив» финишировал 12-м. Всего было 18 команд. Во второй половине 20 века количество более любительских футбольных команд постепенно сокращалось. Оставались наиболее профессиональные игроки и клубы. «Авангард» в 1950-х годах стал основным и лучшим среди харьковских команд и в целом одной из лучших команд СССР, поскольку часто занимал высокие места в чемпионате Советского Союза и на международных соревнованиях. Сезон 1953 года носил экспериментальный характер. Класс А был сжат до 11 команд, в том числе в которых был и харьковский «Локомотив». Рекордным для харьковского футбола оказалось 6-е место «Авангарда» в чемпионате СССР 1961 года. В сезоне 1966 года команда в последний раз выступила под названием «Авангард» и в 1967 году была переименована на «Металлист».
В юбилейном 30-м первенстве страны 1968 года «Металлист» с 55 очками занял в подгруппе второе место, уступив только «Судостроителю» из Николаева, который получил право бороться за путевку в класс А, но воспользоваться им не сумел. В 1970 году впервые начались игры в первой лиге, с 1976 года первая лига, объединившей 22 команды, в том числе которых был и «Металлист». С 49 очками он занял пристойное пятое место. В 1978 году харьковчане завоевали золотые медали чемпионата республики. Через 2 года «Металлист» завоевал малые бронзовые, а в следующем сезоне 1981 года малые золотые медали за победу в турнире команд первой лиги национального первенства и путевку в высшую лигу всесоюзного чемпионата. В те памятные годы цвета команды защищали Поточняк, капитан команды, Сивуха, Косолапов, Крячко, Дегтярев, Камарзаев, Малько, Ткаченко, Берников, Сааков, Горбик, Сапешка, Линке, Бачиашвили, Цимбалюк, Долбий, Шаленко, Журавчак, Двуреченский, Туховский и другие. С 1982 года в течение 10 сезонов «Металлист» выступал с переменным успехом в высшей лиге чемпионата СССР. Эти годы с 1977 по 1988 командой руководил Евгений Лемешко, которого сменил Ткаченко. Всего в чемпионатах Советского Союза за 39 сезонов харьковчане провели 1386 матчей, 540 побед, 389 ничьих и 457 поражений. Из них в высшей лиге «Авангард» и «Металлист» за 14 сезонов провели 438 матчей, 133 победы, 124 ничьи и 181 поражение. Наибольшее количество матчей за команду высшей лиги провел Юрий Тарасов – 214. Лучший бомбардир клуба Юрий Тарасов – 61 мяч, результат, позволивший Юрию войти в список 100 бомбардиров чемпионата СССР. Он же рекордсмен клуба за сезон – 17 мячей, 1984 год. Таким образом, впервые в своей истории команда «Металлист» Харьков удостаивалась права играть в классе сильнейших. Первый матч на домашнем стадионе харьковчане провели 26 марта 1982 года против Днепра. Игра завершилась победой хозяев 1-0. Удивительно, но, как и 33 года назад, команда из Харькова дебютный чемпионат закончила на 12 месте. В розыгрышах Кубка СССР команда трижды выходила в полуфинал и дважды в финал. В 1983 году «Металлист» уступил в заключительном матче Донецкому «Шахтеру», а в 1988 году, победив в финальном матче «Московская торпеда», подопечные Лемешко стали обладателями «Хрустального кубка». Всего в этих турнирах харьковчане провели 79 матчей, 33 победы, 16 ничьих и 30 поражений. Наибольшее количество матчей за команду в этом турнире провел Юрий Сивуха – 36. Лучшие бомбардиры Юрий Тарасов и Владимир Линке по 5 мячей. В сезоне 1988-89 годов «Металлист» представлял советский футбол в розыгрыше Кубка Кубков. Харьковчане успешно сыграли с югославским «Борацем», но уступили голландской «Роде». В послужном списке команды победы в Кубке освобождения КНДР, Кубке независимости Марокко, в международных турнирах на Мадагаскаре и Индии. Команда представляла советский футбол на Универсиаде. В 1987 году «Металлист» был финалистом розыгрыша Кубка Федерации футбола СССР. Финал Кубка СССР по футболу 1988 года состоялся 28 мая на стадионе «Динамо» в Москве. В финале встретились клубы высшей лиги чемпионата СССР – Московская торпеда и Харьковский металлист. Безоговорочным фаворитом матча считалась торпеда, которая провела в атаках практически весь первый тайм. Однако на 40-й минуте москвичи пропустили контратаку, и после навеса Леонида Буряка рукой в своей штрафной сыграл Алексей Еременко. 11-метровый удар реализовал Гурам Аджоев. Во втором тайме игроки торпеда продолжали атаковать,
но и «Металлист» стал играть острее. На 61-й минуте Леонид Буряк и Гурам Аджоев разыграли комбинацию, которую завершил ударом головой Александр Баранов. Московская команда не остановилась, но сократить расстояние в счете так и не сумела. Харьковчане впервые стали обладателями Кубка Советского Союза. С 1992 года «Металлист» выступает в национальных турнирах. В высшей лиге чемпионата Украины харьковчане дебютировали в 1992 году, а во втором турнире добились своего высшего достижения, заняв 5-е место. После 3 сезонов выступления в высшей лиге команда покинула группу сильнейших и вернулась в ее ряды через 4 года, став призером турнира команд первой лиги. В последнем 9-м чемпионате страны «Металлист» под руководством Михаила Фоменко повторил свой лучший результат – 5-е место в высшей лиге. В 9 чемпионатах Украины харьковчане провели 314 матчей, 123 победы, 71 ничья и 120 поражений. Разность мячей 369 на 364, а за 5 сезонов в высшей лиге 142 матча, 52 победы, 33 ничьи и 57 поражений. Разность мячей 152 на 184. Высшего достижения в розыгрышах Кубка Украины «Металлист» добился в 1992 году под руководством Леонида Ткаченко, когда вышел в финал турнира, но в дополнительное время уступил почетный приз Одесскому Черноморцу. В той команде играли Помазун, Касторный, Яловский, Панчишин, капитан команды, Роман Пец, Миколаенко, Хамуха, Кандауров, Аджоев, Призетка, Колесник, Боровик, Лансфер, Шинкарев, Назаров, Миченко, Чуприн, Карабута, Пушкуца и другие. В следующем сезоне харьковчане были полуфиналистами этого турнира. В 10 кубковых турнирах харьковчане провели 31 матч, 12 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Главные традиции команда 80-х продолжила и через десятилетия, завоевав первый Кубок Украины для команд ветеранов. Главным событием 2001 года стало открытие в городе Харькове аллеи спортивной славы Харьковщины и уникального памятника бронзовому полутораметровому футбольному мячу, который был разработан и выполнен под руководством первого заместителя городского головы, председателя Харьковской областной федерации футбола Бабаева Владимира Николаевича. Площадка в саду Шевченко, на которой установлен памятник футбольному мячу, ранее была местом сбора харьковских болельщиков. Собрание знатоков футбола называлось «Брехаловка». В ходе реконструкции стадиона увеличивалось количество зрительских мест, а также впервые поле было обустроено дренажной системой. Постепенная достройка новых трибун стадиона происходила также в 1970-х годах. Это сделало стадион самым большим в Харькове. Попытки достроить стадион «Металлист» происходили с перерывами в 1990-х и в 2000-х годах. Окончательно здание было завершено в 2009 году. С футбольным клубом «Металлист» также произошли различные изменения. В 1990-х годах у команды были неплохие результаты на разных турнирах. Но лучших результатов клуб достиг в 2000-х годах, когда его приобрел бизнесмен Александр Ярославский. Новую страницу в истории харьковского футбола ознаменовал приход на пост главного тренера «Металлиста» Мирона Маркевича, который провел здесь 9 лет. При нем «Металлист» 7 раз становился бронзовым призером чемпионата Украины и 1 раз серебряным.
Харьковские болельщики до сих пор с теплотой вспоминают о Мироне Богдановиче. Благодаря Маркевичу о металлисте узнали в Европе. Болеть за желто-синих стало модно. Команда демонстрировала зрелищную игру. А кричалку «желто-синий самый сильный» знали даже те, кто был далек от футбола. Первый матч на посту главного тренера «Металлиста» Мирон Маркевич с командой провел в Мариуполе. 12 июля 2005 года мариупольский Ильичевец принимал харьковчан. Матч закончился со счетом 0-2 в пользу желто-синих. 19 мая 2007 года, одержав седьмую подряд победу в чемпионате страны, на стадионе «Металлист» над мариупольским Ильичевцем со счетом 2-0 харьковский «Металлист» досрочно за 3 тура до финиша обеспечил себе первые в истории клуба медали – бронзовые. Украинское первенство 2006-2007 года «Металлист» закончил на 3-й строке. А это значило, что в следующем сезоне харьковчане будут представлять Украину в Кубке УЕФА. К сожалению, жребий к нашей команде оказался неблагосклонным. Уже на первом этапе в соперники «Металлисту» попался один из лидеров английского чемпионата Эвертон. Однако в первом же матче в Англии наши футболисты показали характер. Несмотря на 2 красные карточки, харьковчане сумели сохранить ничью 1-1. В ответном матче «Металлист» забил первым. Но опыта игры на таком уровне команде явно не хватало. Дважды в концовке матча хозяева поля пропустили. Итог – поражение 2-3. С 1992 по 2007 год традиционным местом проведения финала Кубка страны был столичный стадион «Олимпийский». В 2008 году Украинская футбольная федерация приняла решение проводить финалы на других полях. Первой такой ареной стал Харьковский стадион «Металлист». Приурочено это было к столетию харьковского футбола. 7 мая в решающем матче сошлись 2 украинских гранда – «Динамо Киев» и «Шахтер Донецк». Победу одержали горняки 2-0. Один из победных голов забил воспитанник харьковского футбола Александр Гладкий. Первый матч сборной Украины на стадионе «Металлист» состоялся 11 октября 2008 года. Украина в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2010 года принимала команду Хорватии. Матч сильно разочаровал харьковских болельщиков. Игра от обороны сборной привела к скучным нулям на табло. Харьковчане, привыкшие к яркой атакующей манере игры «Металлиста», явно заскучали на трибунах. После окончания матча многие болельщики свистом провожали украинских футболистов в раздевалку. Открытие реконструированного стадиона прошло 5 декабря 2009 года. По календарю премьер-лиги на этот день был запланирован домашний матч «Металлиста» с киевской «Оболонью», который выиграли киевляне со счетом 1-0. Этот день совпал с 50-летним юбилеем президента футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского. В церемонии открытия приняли участие 40 тысяч зрителей. Полную реконструкцию стадиона начали в 2007 году для выполнения требований УЕФА к Евро-2012. Были реконструированы восточная и южная трибуны. Восточная трибуна была разрушена до основания и возведена заново. По словам Александра Ярославского, стоимость реконструкции стадиона составляла 600 миллионов гривен, из которых 140 миллионов было выделено из госбюджета, 80 миллионов из областного бюджета, 50 миллионов из городского бюджета. Летом 2012 года харьковчане смогли воочию увидеть лучших игроков Старого Света. 3 матча группового турнира континентального первенства принял Харьков. Уже после жеребьевки харьковские любители футбола с нетерпением ожидали начала турнира. Ведь на поле стадиона «Металлист» должны были сыграть 3 главных претендента на победу в чемпионате – Голландия, Германия и Португалия. 4-й командой стала крепкая сборная Дании. По результатам жеребьевки Харьков стал постоянным местом проведения матчей сборной Голландии. Болельщики этой команды настолько понравились харьковчанам,
что почти весь город поддерживал оранжевую сборную. К сожалению, голландцы провалили чемпионат, проиграв все 3 встречи. Дальше из группы прошли немцы и португальцы. Сезон 2012-2013. 22-й чемпионат Украины по футболу. Впервые в истории клуба «Металлист» занимает 2-е место в турнирной таблице и становится серебряным призером. 19 мая 2013 года в предпоследнем туре первенства харьковчане выиграли дома со счетом 2-1 у Днепра. В том же туре киевская «Динамо», которая являлась ближайшим преследователем желто-синих, потерпела поражение от Симферопольской Таврии 3-2. Таким образом, «Металлист» досрочно занял 2-е место в чемпионате Украины и выиграл путевку в Лигу чемпионов 2013-2014 годов. 6 сезонов подряд харьковский клуб финишировал на 3-м месте в чемпионате Украины, оставаясь в шаге от заветной Лиги чемпионов. И только в сезоне 2012-2013 мечты болельщиков осуществились. Желто-синие завоевали серебро и получили право на участие в квалификационном раунде сильнейшего турнира Европы среди клубов. Соперником харьковчан стал греческий ПАОК. В Салониках «Металлист» без особых усилий победил 2-0. 8 августа 2013 года на стадионе «Металлист» впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов. К несчастью для наших фанатов, этот матч стал первым и последним в элитном турнире для харьковского клуба. Игра окончилась в ничью 1-1. Дальше должен был идти именно «Металлист». Но за договорной матч 4-летней давности харьковчан решили наказать именно после итоговой победы над греками. В результате УЕФА дисквалифицировала «Металлист» из Еврокубков, а в следующий тур прошел ПАОК. После конфликта с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом в 2012 году Александр Ярославский под давлением продал клуб Сергею Курченко, который с руководством командой не справился. Возникли большие задолженности перед игроками и работниками клуба, что привело к распаду команды на «Металлист», который играет преимущественно во 2-й и 1-й лиге чемпионата Украины, и «Металлист 1925», который постепенно из чемпионата Украины среди любительских команд в сезоне 2016-2017 годов перешел в премьер-лигу в сезоне 2021-2022, где команда и остается. В июле 2016 года, после того, как «Металлист» из-за долгов исключили из состава профессиональной футбольной лиги, владельцем клуба Сергеем Курченко на базе Академии «Металлиста» была создана аматорская команда «Спортивный клуб «Металлист», заявившая на 2-й круг высшей лиги чемпионата Харьковской области вместо команды УФК. 16 июля 2016 года спортивный клуб «Металлист» сыграл первый матч в областном первенстве, крупно проиграв команде «Квадро» из Первомайского со счетом 1-4. По итогам чемпионата Харьковской области 2016 года спортивный клуб «Металлист» занял последнее место в турнирной таблице. В 2017 году команда Курченко не принимает участия ни в одном турнире и де-факто прекратила свое существование. 14 мая 2016 года футбольный клуб «Металлист» сыграл последний матч в своей истории. Со счетом 1-4 харьковчане проиграли киевскому «Динамо». После окончательной смерти клуба было решено создать «Металлист 1925», который принадлежал бы фанатам и местным бизнесменам. А затем образовался еще один, 2-й клуб под названием ФК «Металл». После завершения сезона 2021 ФК «Металл» сменил название на ФК «Металлист», а эмблему на эмблему старого «Металлиста», существовавшего в 1925-2016 годах, но с незначительными изменениями цветовой гаммы. Сейчас «Металлист» по состоянию на 2025 год играет в 1-й лиге чемпионата Украины. Безусловно, харьковская футбольная слава – это вершина пирамиды всего харьковского футбола, который во времена независимости был представлен несколькими профессиональными клубами в чемпионате Украины. Во все времена многочисленное футбольное хозяйство города и области работало на «Металлист». И даже те клубы, которые пытались стать самодостаточной альтернативой главной команде,
тоже вносили неоценимый вклад в развитие Харьковской футбольной базы, поддерживая футбольную инфраструктуру города, развивая детско-юношеский футбол. В этом плане легендой десятилетия был «Арсенал», а летопись спортивной славы Харькова «Арсенал» дополнил своим изданием в 2010 году под авторством Александра Бодяна, в котором упоминаются результаты матчей других клубов области, защищавших честь Харьковщины в чемпионатах Украины. В 2005 году путем преобразования клуба «Арсенал» после его выхода в высшую лигу Украины по футболу возник футбольный клуб «Харьков». Была осуществлена передача прав на играющих футболистов и тренеров новому президенту, в то время как под старым брендом возник коллектив во второй лиге Украины. 25 июня 2010 года футбольный клуб «Харьков» исключен из профессиональной футбольной лиги и фактически прекратил существование. А еще, может, помните, был такой футбольный клуб в Харькове «Гелиус». Он был создан 1 декабря 2002 года в городе Харькове. Инициатор создания команды – предприниматель Александр Гельштейн. Первыми официальными турнирами для «Гелиуса» были чемпионат Харьковской области и любительский чемпионат Украины, который в то время носил название «Чемпионат Украины среди коллективов физкультуры и спортивных клубов». Выше первой лиги клуб не поднимался никогда. В 2016-2018 годах руководство клуба неоднократно оглашало планы выйти в премьер-лигу. С этой целью «Гелиус» в эти годы дважды подавал в комитет ФФУ документ по требованиям премьер-лиги и оба раза успешно ее проходил. Но в июле 2018 года «Гелиус» сменил название на футбольный клуб «Кобра», а новым собственником и президентом клуба вместо Александра Гельштейна должен был стать Сергей Ващенко. Но в итоге из-за нерешенных финансовых вопросов владельцем так и остался Гельштейн. 15 августа 2018 года стало известно, что ФК «Кобра» снимается с розыгрыша первой лиги. 23 августа того же года по решению контрольно-дисциплинарного комитета Футбольной Федерации Украины команда была исключена из состава участников первой лиги, а результаты матчей с ее участием аннулированы. Видео получилось сегодня достаточно большим, длинным, но стоит также упомянуть и легенд харьковского футбола, куда ж без них. Марко Девич, сербский футболист, ставший лучшим в составе металлиста в 2000-х годах. Получил гражданство Украины, что позволило ему выступать за сборную страны. Отличался неплохой результативностью. Лучший футболист Украины 2010 года. Лучший бомбардир чемпионата Украины в 2007-2008 годах – 19 мячей. Лучший бомбардир в истории металлиста – 98 голов. По одной из футбольных легенд, вратарь, выступавший за харьковскую команду мастеров, забил гол ударом от ворот до ворот. Это был Николай Уграицкий. В современном футболе такое случается крайне редко. А 70 лет назад, когда и качество мячей, и экипировки, и уровень подготовки игроков был намного ниже, такой гол воспринимался на уровне антинаучной фантастики. Уграицкий отклонял неоднократные приглашения московских команд, хотя современники считали его голкипером уровня Льва Яшина. Двух выдающихся вратарей роднила новаторская манера игры. Уграицкий также смело играл по всей штрафной площадке, не замыкаясь на пяточке у линии ворот. Был чрезвычайно физически подготовлен. Ударом кулака мог отбить мяч до центра поля. Помимо футбола и волейбола играл хоккей с мячом и хоккей с шайбой. Евгений Лемешко, старший тренер «Металлиста», с которым связаны наибольшие успехи команды в 70-е и 80-е годы прошлого века. В молодости защищал ворота нескольких команд мастеров. В каком клубе он никогда не играл? «Авангард Харьков». Был спортсменом-универсалом. Выступал за волейбольную команду «ХАИ». В любительской футбольной команде «Торпедо» играл не вратарем, а нападающим. Владимир Линке – своеобразный футбольный вундеркинд. Для того, чтобы Линке провел первый матч за «Металлист», тренеры попросили школьных учителей отпустить футболиста с уроков. В первом же поединке Линке забил победный гол. Правда, это был матч команд второй лиги.
С 1976 по 1985 Линке провел в команде 376 матчей и забил 81 гол. Также один из футбольных долгожителей выступал до 39 лет. Владимир Бессонов – один из лучших игроков за всю историю советского футбола. Практически всю карьеру провел в киевском «Динамо», но является воспитанником харьковского футбола. Наряду с Павлом Яковенко является наиболее выдающимся игроком, получившим футбольное образование в Харькове. Чемпион мира среди молодежных команд в 1977 году, обладатель Кубка Кубков 1986 года. Юрий Тарасов, звезда харьковского футбола 1980-х, был настоящим любимцем публики. Тарасов – уникальный самородок, как тогда говорили. Воспитанник дворового футбола. В студенческие годы он играл за любительскую команду поселка Бабаи, где его заметили селекционеры «Металлиста». В харьковской команде Тарасов провел 10 сезонов, став одним из лучших ее бомбардиров за всю историю. После окончания футбольной карьеры стал злоупотреблять алкоголем, от чего погиб в 40-летнем возрасте. Юрий Сивуха. Культовая фигура в харьковском футболе 1980-х годов, приглашался в главную команду Украины киевское «Динамо», но там не задержался. Лучшие футбольные годы провел в Харькове. В составе «Металлиста» сыграл 308 матчей, пропустил 304 гола. Чемпион мира среди молодежных команд в 1977 году. Сивуха был футбольным долгожителем. Играл за командой мастеров до 41 года. Еще один вратарь, Александр Горяинов, приходил в «Металлист» трижды. Впервые надел футболку клуба 18 лет в 1993 году, но обрел свое прочное место в команде с 2005 по 2016, когда «Металлист» стал завсегдатаем призовой тройки и относительно успешно выступал в Лиге Европы. В общей сложности провел за команду 19 сезонов, рекордсмен «Металлиста» по сыгранным матчам – 502. Еще в 2017 в 42-летнем возрасте играл за новую харьковскую команду «Металлист-1925». Кстати, футбольный клуб «Металлист-1925» был основан в Харькове 17 августа 2016 года как команда, созданная на основе футболистов молодежной академии прежнего футбольного клуба «Металлист». С момента своего основания клуб прошел путь от любительского уровня до профессиональных лиг, завоевав в свой первый год серебро чемпионата Украины среди любительских команд. В настоящее время, в 2025 году, клуб «Металлист-1925» играет в высшей лиге чемпионата Украины. Отличительной особенностью клуба является его построение на общественных и коллективных началах, что, по мнению клуба, делает его народной командой. В 2023 году женский футбольный клуб «Жилстрой-1» был интегрирован в структуру «Металлиста-1925» и стал называться «Женский футбольный клуб Металлист-1925». Юридически «Металлист-1925» не является правопреемником старого «Металлиста». Сегодня харьковский футбол переживает новый этап. Молодежь, академии, местные инициативы. Все это дает надежду, что история продолжается. Ведь футбол в Харькове – это не только спорт. Это часть городской идентичности, память и страсть, передаваемая из поколения в поколение.